Всем привет! Дворец труда. Не заметить это здание, расположенное в центре Харькова, практически невозможно. Как минимум потому, что по площади оно не уступает одному небольшому кварталу. Дворец труда – особое здание в архитектурном ансамбле Майдана Конституции в Харькове и необычный урбанистический проект начала 20 века. Это шестиэтажное здание закругленной формы с тремя внутренними дворами, которые служили транзитом между Павловской площадью, улицей Квитки-Основьяненко и Майданом Конституции. Дворец труда был построен в 1916 году как доходный дом страхового общества «Россия». Архитектором здания стал Ипполит Претро, специализировавшийся на архитектуре модерна. В проекте доходного дома он объединил модерн со стилем неоклассицизма, а также решил украсить центральный фасад 6 высокими единичными скульптурами, а сверху скульптурной группой. Дворец труда, или на то время доходный дом страхового общества, по своим представительским параметрам органично вписывается в серию аналогичных домов, которые эта крупнейшая компания построила в начале 20 века в больших городах страны. Речь идет о монументальных, многоквартирных, самых комфортабельных и технически совершенных домах того времени. Квартиры в этих домах были очень дорогие, и снимать их могли только очень состоятельные люди. Рентабельным оказался не только его первый этаж с торговыми помещениями, но и остальные 5 жилых. 6- и 8-комнатные квартиры в этом доме сдавались за безумные для европейского рынка недвижимости деньги. Сохранившиеся фотографии дают нам возможность увидеть, как выглядело место в центре Харькова на стыке Николаевской и Торговой площадей до строительства дома страховой компании. Сегодня это Дворец труда. Трапециевидное в плане здание наряду с лицевыми имело 2 внутренних корпуса, что и обусловило появление 3 внутренних дворов, 2 крайних глухих и центрального с выходами на Николаевскую площадь, ныне площадь Конституции, и на современную улицу Квитки-Основьяненко. Жилые помещения верхних этажей получили коридорно-секционную планировку. Лестничные клетки были удобно расположены в углах и посередине каждого из корпусов в боковых дворах. В центральном дворе, вокруг которого намечались помещения пассажа, не было входов на лестницы. Шести-семиэтажная громада решена архитектурно достаточно сдержанно. Только в центре здания, отмеченного большой аркой, ведущей во внутреннее пространство, окруженное магазинами, пластика здания усилена постановкой скульптур на кронштейнах. Венчает фасад аллегорическая скульптура. Скульптурные группы венчают фасады всех доходных домов страхового общества «Россия» и в Москве, и в Питере, и в Харькове. Это некий общий для всех домов символ, в центре которого фигура, как бы берущая под щит всех клиентов страхового общества. На главной скульптурной группе есть даже якорь, который символизировал страхование от кораблекрушения. А еще на фасаде здания Дворца труда находится 6 фигур, 6 символов. Символ машиностроения и кузнечного дела, тот же бог Гефест, символ образования и науки, шахтерский символ или горняк, бог или символ земледелия, символ покоритель торговли, это Меркурий, и символ строительства. После захвата власти в Украине большевики объявили это здание государственной собственностью. С тех пор здесь был Всеукраинский совет профсоюзов, а также Народный комиссариат труда, после чего возникло настоящее название этого места – Дворец труда. Впоследствии в 1930-х годах наступили сталинские времена, когда советские власти планомерно истребляли интеллигенцию Украины и Советского Союза в целом, потому что видели в каждом сознательном человеке угрозу для тоталитарной машины. Сталинские репрессии не обошли и архитектора Претро.
судьба художника сложилась трагически. В 1937 году его расстреляли советские власти, но его творение продлило свою жизнь. Дворец труда пережил и красный террор, и германскую оккупацию. Однако весной 2022 года российский авиаудар изуродовал Майдан Конституции, повредив фасады, окна и кровлю Дворца труда. То, что берегло память, теперь может стать воспоминанием. В 1986 году тут снимался фильм «Одинокая женщина желает познакомиться», кадры из которого вы сейчас видите. Такая вот история и судьба Дворца труда в городе Харькове. Дорогие друзья, уважаемые зрители, я благодарю вас за просмотр. Если вы любите город Харьков, если он интересен вам, этот канал для вас. Спасибо, что смотрите. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!